Рада приветствовать своих подписчиков и гостей канала. Сегодня расскажу про красивое и про цветочное. От зимы будем отвлекаться. У меня получается вообще какая-то розовая трилогия про создание красивых розариев. Просто в одном видео не рассказать все. Каша получится и перед глазами, и в голове. Поэтому разделила я на несколько видео, и проще можно пересматривать, возвращаться к чему-то. Поэтому узнаем и увидим, какую компанию любят розы сегодня. Почему краснолиственные кустарники не стоит высаживать поблизости от розариев, какие по форме клумбы предпочтительнее для разных групп роз, и почему я уже не знаю, куда деть свою лаванду. Не заметили на первых кадрах ничего необычного? Скажу, что там не так в конце видео. Знаю, спросите. Это роза пашмина. Обзор у меня есть, я ссылочку прикрепляю. Розарии свои я вам еще вообще не показывала. Все видеонарезки, которые вы видите во всех роликах, сделаны всего из 10 сортов моих роз. А всего их уже, наверное, более 200. 10 плетистых я всего 2 месяца назад посадила. Обзоры начала делать в середине сентября, когда решила, буду вести свой канал. Просьба поставить лайк и подписаться, если вы заглянули просто в гости. Кстати, субтитры кому мешать смотреть, был такой комментарий, то они отключаются кнопкой «Субтитры». Нажмите на нее и все. Буду сегодня рассказывать только про тех компаньонов для роз, которые я выращивала и которые есть в моем саду. Конечно, их больше, но рекомендовать их я не буду. Не знаю, как ведут себя. У меня их не так и много. Когда однолетников перебор, в саду рябит. Я в первый год таких наворотила делов, сажала все, что купила в супермаркете с красивыми фотографиями на этикетках. И уже в августе все ушло в компост, надоело. Поэтому сейчас у меня только белые и совсем немного. Начну не с самого популярного растения в компаньоны. Не с петунии Алису малобелии или лаванды, а с ясколки. Знаете о такой? Есть такое многолетнее почвопокровное стелящееся растение. И у меня в саду. 2 года назад я его сама посеяла из семян. Купила в пакетике в супермаркете. Мне понравилась картиночка, как я сказала. В первый сезон с десяток странно хиленьких росточков украшали мои клумбы. Это было еще посредине поля. Ни забора, ни дорожек, ни даже направлений движения по участку у нас еще не было. Зато прямо перед 3 ступеньками на крыльце красовалась маленькая, даже образно сказать, не клумба, а какой-то пятачок с хиленькими зелено-седыми цветочками. Решила я их на зиму не выбрасывать, а дать им еще один шанс на следующий год. Вместо травы пусть уж растет. Вот видео сегодня вышло, как раз и сняла. 5 января, температура +1, а им все ничего. С учетом того, что у нас уже и -12 было. Холодина и мороз. Живые. Значит, дала я им шанс на жизнь. И теперь эти симпатичные цветочки, как по видео и как посмотришь. Уже не знаю я, куда деть. 3 ящика откопала, подарила соседям. Остальные повыкапывала от роз подальше. Теперь они закрывают все неприглядные места вдоль забора или где их можно как-то рост регулировать. Как итог, цветы белые, мелкие, довольно милые. Высота у растения у меня, во всяком случае, 25-30 сантиметров.
Мне кажется, что для роз это немножко многовато, как бы высоковато растение. Очень неприхотливо. Ясколка растет даже без полива, неубиваемая какая-то. Зимой растет, весной растет, осенью всегда. Когда ясколка цветет, красивое белое облако. Красиво. Ее просто надо ограничивать бордюром от разрастания. Многолетнее растение, что радует, не надо каждый год заморачиваться с рассадой. Я больше не посажу, хватит с меня из того, что разрослось по всему саду. Это как мята. Мята у меня везде полезла, посадила 2 веточки 2 сортов, так и эта ясколка. Кстати, я заметила интересную закономерность про садовых фей Ютуба. Пересматриваю видео, кто, как и что. И заметила, что Светлан очень много, больше, чем садовниц с другими именами. Вы не замечали за такое? Интересно. Так, второй у нас компаньон для роз — это алисум. Бывает он разных цветов. Розовый, светло-сиреневый, фиолетовый. У меня белый. Имеет очень приятный медовый аромат, неприхотлив, как белым ситцем покрывает места под растениями. Отлично сочетается с любым цветом роз вообще. Но это белый. Ссылка на обзор алисума я прикрепляю. Я делала обзор, показывала, как он смотрится с другими растениями, с розами. Может расти почти без полива. Конечно, с поливом кустики намного пышнее, больше. Он до 1,5 метра разрастается. Такие блюдца. Может закрыть миниатюрные розочки. Так что это учитывайте при посадках. Подходит в компаньоны и для роз, как я сказала, и для посадок бордюром просто вдоль дорожек. И с зелеными хвойными красиво. У меня посажен везде, в прямом смысле везде. Потому что насеялся. Как его я размножила, я в видео про алисум рассказывала. Итог. Сажаю, буду сажать, нравится. На рассаду не сею. Он у меня появляется сам, так сказать, волшебным образом. Надеюсь, в этом году мой такой опыт размножения алисума не подведет. Рекомендую. Это растение рекомендую. Плавно так мы перешли от алисума к петунии. Алисум вообще дружит с петуниями. Этот цветок нравится очень. Однолетние мороки с ними, с этими петуниями, но нравится. Выращиваю рассаду сама. Если смотрели предыдущее видео, там все нюансы посадки и полива. Получится у всех, даже у новичков. Я же нашла с ней общий язык. Посмотрите. Конечно, если вам на балкон надо пару кустиков, то проще купить 2-3 горшочка, никакой мороки. Но скажу вам, насколько вдохновляет самостоятельное выращивание цветов. Трудно даже передать. Я договаривалась с петуниями 3 года. Все получилось. Теперь они у меня везде растут. И вот эта центральная дорожка к дому. Везде. На видео видно, какие огромные кусты у меня вырастают по всему саду. И на переднем плане, и на клумбах у террасы. Везде. Белый цвет делает сад праздничным. Правда?
Смотрите, какое идеальное сочетание Жанна Моро, алисум и петунии. Единственное, что не рекомендую, крупноцветковые сорта для открытых мест в саду. После дождя цветочки повисают неприглядными такими тряпочками. Для кашпо под навесом или на террасе петунии с огромными цветами тогда просто шикарны. Сейчас домонтирую, кстати, видео, пойду посажу еще один белый сорт петунии, у меня еще один пакетик остался. Итог. Рекомендую. Яркие белые кусты петуний осветляют даже самые тенистые места в саду. Хотя сам цветок петунии любит больше солнышка. В тени цветок мельчает. Я в основном высаживаю в открытый грунт. В кашпо у меня с поливом плохо получается. И они не такие пышные растут, и я за них всегда переживаю, что пересохла там земля. Пока за всеми цветами в саду утром присмотришь, полив включать по зонам у меня автополива еще нету. Просто шланги разложили, и у каждого кран есть. Лобелия. Есть такое растение. Бывает белая, голубая, розовая. Чем-то похожа мне на ясколку она. Цветы как колокольчики маленькие. Семена похожи как семена петунии. Меленькие. Часто в продаже они бывают даже гранулированные. Это для удобства посадки. Я высаживала семенами на рассаду белую лобелию. Выросли опять же хиленькие слабые кустики, но все-таки я их довела до высадки на клумбу. Видео у меня, к сожалению, не осталось. Получилась ситцевая нежная красота, как кружевом вокруг цветов, вокруг кустиков она была. Милый такой цветочек. Но почему-то у меня на участке она не прижилась этим летом. Нету даже видео. Кстати, ландшафтные дизайнеры советуют сажать бордюры из алисума и лобелии. Это считается классическое сочетание. Они как перекликаются между собой. Компаньон роз, наверное, самый известный и самый многими любимый – это лаванда. Помните, как я говорила, что синий усиливает розовые розы? Вот пример этому. Сейчас многие не согласятся, наверное, со мной, что я скажу, но я хочу в будущем убрать ее из сада, к сожалению. Может, пока за забор. Посмотрю еще в этом году, как она себя покажет. Пару лет назад посадила два сорта. Красивые, лавандовая, темно-фиолетовая. Красивые очень цвета. Покажу летом. Сейчас, к сожалению, именно моих нету фотографий. Сорта по названиям искать не буду. Просто скажу, что поделила их на 2-3 кустика и высадила к розам поближе. Ну и просто так еще посадила по саду посмотреть. Поле же еще было. Особо не посадишь. Как бы вдалеке. Не заметишь, как ее трава забьет. У меня вообще зайцы в первую нашу зиму под корень 3 куста гортензии сгрызли. Я их весной не могла найти. Не пойму, были розы, нету роз. Забора нету, и зайцы, холодно. Они у нас тут скачут и до сих пор по дорогам. Ну, кстати, про гортензии. Благодаря этому у меня выросла штамбовая первая гортензия. Сорт Пинки-Винки. Я ее пересадила на вот эту дорожку, показываю вам. Она после такой кардинальной заячьей обрезки выдала один мощный стебель. И я ее сформировала штамбом. Шикарная. Вы ее видели, наверное, чуть не на каждом видео. Вот сюда я ее определила. Весной еще покажу. Вот такая жизнь у нас была на поле.
Так про лаванду. Смотрю я, как из черенков семенами выращивают ее, носятся, как с петунией с тей нянчатся. И думаю, можно же все проще. Поделить куст весной, и до конца садового сезона у вас 3-4, смотря насколько вы поделите, хороших больших растений. Вот я так делала, и у меня их уже 30. За 3 года 30 кустов. Я их в одну аллею возле желтого розария осенью посадила. Посмотрю. Как-то не в восторге я из-за чего. Мне не нравится ее запах. Не нравится. Вот просто бывает же, подходит растение или не подходит. Каждому свои растения. Кому лаванда, аромат ее по вкусу и визуально радует, думаю, она идеальна. К желтым и к розовым розам в розарии будет идеально. Ну вот, про компаньоны у меня пока все. Сейчас еще пару интересностей расскажу, правил для розария. И потом расскажу, кто же там у нас что делал в начале видео. Что я хотела еще сказать про розы. Не забывайте, что зеленый газон и вообще зеленый цвет вызывает ощущение покоя и гармонии. Поэтому не стоит высаживать кусты роз в центре. Часто такое вижу в садах. Посадите по краю, как бы высоким бордюром. Так и косить легче будет. И не все сорта роз подходят по габитусу куста для одиночных посадок. Про краснолистные кустарники. Там, где розы главные на клумбе, не сажайте рядом такие кустарники. Они просто перетягивают внимание. И на ваших красавиц никто не будет смотреть. Стрижкой вы тут не обойдетесь, ошибку не исправить. Со временем придется пересаживать. Вообще красного цвета в саду не должно быть слишком много. Выделите для этого отдельную клумбу, а весь сад засаживать чисто красными розами. Вы просто устанете и со временем уйдете от этого. Хочу еще сказать, что все ищут идеальный план для розария. Вот кому-то такое нравится, придет в голову. Кто-то вам придет, покажет, расскажет, посоветует. Эту туда, эту сюда. Скажу по секрету, нет такого правила. Можно пригласить ландшафтного дизайнера, и он вам предложит свои варианты вашего идеального сада. Звучит странно, да? Самый дорогой дизайнер использует проверенные, красивые, но шаблоны для миксбордеров, для клумб, для розариев. Хоть и говорится, что индивидуальный подход, предпочтения хозяев все учитывают, но у них есть шаблоны. Я общалась с одним из дизайнеров, он мне все секретики порассказывал. Сами вы можете создать неповторимый сад. Да, с ошибками. Он будет не идеальный, но это ваш. Я, как и многие, выбрала путь самостоятельный. Только вы тот садовник, который завораживает свой сад, заколдовывает его. Следуйте своей интуиции. Конечно, прислушивайтесь к советам, но совсем чуть-чуть. Работы нам с вами еще не початый край, но это же и здорово. Обещала сказать. На первых кадрах видео одна из собак, это Эва, пробежала задом наперед. Думаю, вы догадались почему. Давайте вместе рисовать сказку, а я то, что узнаю полезного и интересного, буду делиться с вами. До встречи!